Здравствуйте, дорогие зрители, дорогие мои подписчики, все, кто впервые зашел ко мне в гости, добро пожаловать. Я надеюсь, вам понравится у меня, и вы тоже подпишитесь. Настало время, когда я хочу показать свои процессы. Уже почти конец сентября, у меня уже многие вовсю вяжутся. И начну я с таких простых, небольших процессов. Всего их 6 позиций. И вот первое, вот в таком пока виде, это очередная шапка мужу. Большинство мужчин любят все потемнее, попроще и потеплее. Мой муж не исключение. Его вполне устраивает этот черный цвет. Потом вот этот узор, то есть резинка 3 на 3. Шапка будет плотно по голове, с небольшим отворотом, будет закрывать уши и будет теплый флисовый подклад. Вяжется она из пряжи мериносовой от Пехорки. Я не раз о ней упоминала. Это 0,2 черный цвет, 200 метров на 100 грамм, 50 мериносовая шерсть, 50 акрил. В общем, это будет что-то вот такое же. Эту шапку я вязала своему мужу также резинкой 2 на 2, но крючком. Вот такое же будет простое и, как мы говорим, лаконичное. Это первый процесс. Второй. У меня вышло видео о шапочках вязаных моих. И там я показывала вот этот комплект. Снуд и шапку. И вот я решила, что к нему еще обязательно, незамедлительно нужны варежки. Это я, конечно, шучу. Просто у меня оставались вот эти пряжи, и оставалось их как раз ровно, мне хватит на варежки. Вот это я уже вяжу вторую. Первая варежка уже готова. Уже постирана она лицевой гладью. Классическая варежка. Я люблю, когда широкая резинка, она так по руке. Это второй процесс. Третий – это тоже варежки. Вот одна вяжется, вот вторая уже связана. Красиво подобраны цвета. Эти варежки такие, я бы сказала, ностальгические. Когда я была еще молоденькая совсем, я у какой-то бабушки купила за 10 рублей вот нечто подобное. Вот представляете, как это было давно, какие были цены. Варежки были также без резинки, разноцветные, и вот тоже какие-то были зигзаги.
Очень я их любила, и я их потеряла. Это было огорчение. И вот что-то вспомнила. Вообще, по варежкам у меня отдельная тема. Я хочу себе коллекцию. Как-то, гуляя по магазинам перед Новым годом, какие-то я безделушки покупала вот для интерьера, для новогоднего. Свечи, какие-то салфетки. И я увидела стенд, который весь был обвешен варежками. Но это были не просто варежки, знаете, это были шедевры. Чего там только не было. Разные техники исполнения. Жаккарда очень много, причем двухцветного и многоцветного. Аппликация, вышивка, конечно же, и люрекс, и стеклярус, и пайетки, и бисер. В общем, мне кажется, вот все, на что способна фантазия. Я там, открывший рот, смотрела на этот стенд. И вот тогда родилась идея, что я хочу коллекцию. Тем более, что, уже говорила, я живу в Сибири, и для меня это не просто аксессуар. Начну я коллекцию вот с этих варежек. Мне интересно, что это будет. Я решила вязать осень, зима, весна. Интересно, на что способна моя фантазия, насколько меня хватит и сколько вообще чего получится. Вот варежки тоже эти простые, тоже классические варежки. Они такие свободненькие. Вяжутся они из толстых пряж и на толстых спицах. Следующий процесс. У меня уже по нему вышел мастер-класс. Вы могли его видеть. Это мой блестящий шарф из Ализе, Симли, Ангора Голд. Мне очень нравится этот узор в белом цвете и именно из этой пряжи. Узор здесь пышные столбики. Я не буду много рассказывать. Заходите на мастер-класс, там все я рассказала. Вот пока у меня еще отвязано 40 сантиметров, но очень быстро, хорошо вяжется это все. Это 4-й процесс. Теперь у меня еще 2 процесса, это плечевые. Вот такой первый. Это кофты. В Инстаграм у одной рукодельницы увидела, она вяжет джемпера фантазийные, красивейшие. Вяжет в одном ключе, но подбирает цвета, и они смотрятся по-разному. Где-то там уже штук 6 я у нее, наверное, а то и 7 видела. И вот она меня заразила, эта идея в хорошем смысле. Здесь что? Здесь полоски разноцветные, разные пряжи и разные узоры. Узоры простые. Я думаю, здесь какие-то навороченные и не нужны. Это уже будет излишне. Кстати, вот по этому узору
будет мастер-класс. Обязательно. Это узор называется с узелками. У меня здесь и полушерсть, и травка вот такая белая, люрекс серебристый. Здесь и тонкий бобинный акрил, и мохер. Вот условно я эту кофту называю в таких серо-голубых тонах. Очень красиво вот эти полоски разноцветные оживляют. А тут еще и рис у меня. Вяжется очень легко, в лед. И мне нравится сам процесс, и мне нравится то, что получается. Настолько нравится, что я еще начала и второй вариант. Сейчас покажу. Он в других цветах. Так тоже условно скажем, в розово-сиреневых. У меня также здесь очень красивая травка секционная. Люрекс разноцветный. Здесь мохер тоже присутствует. И вот такой простой узор. Это вот акрил стопроцентный. Здесь что главное? Чтобы пряжа, более-менее по метражу подходила. И чтобы вся вот эта пестрота, она все-таки была бы приятна глазу. Мне приятно, мне нравится. Вяжутся эти джемпера просто. Прямая спинка, прямой перед. Потом будут набираться, подниматься петли для рукавов. Будет спущенное плечо. И все это обвязано будет простой резинкой 1 на 1. Занимательные процессы, вот такой полет фантазии. Пока мне этих 6 процессов хватит, я думаю. Маленькие быстро свяжутся, да и эти, в принципе, тоже вяжутся на ура. И встретимся мы уже с ними в видео о готовых работах. Я буду ждать вас обязательно. Комментариев ваших буду ждать. На этом все. До скорой встречи!